Правление Николая Чаушеску закончилось для него печально. В стране произошел государственный переворот. Лидер государства предстал перед трибуналом, и его расстреляли. Раньше была популярна фраза о том, что сын за отца не отвечает. А как было с этим в Румынии? Николай Чаушеску воспитывал 3 детей – Валентина, Елену Зою, Нику. Расскажу о том, как сложилась судьба этих людей. Валентин Чаушеску. Этому мужчине сейчас за 70, но выглядит он довольно бодро. В нем видна жизненная энергия. Валентин – приемный сын Николая. Впрочем, это не играет большой роли. Он всегда воспитывался как родной и многое получал от отца. Валентин всегда был далек от политики, вел закрытый образ жизни, занимался наукой. Он физик-ядерщик. Отец хотел от Валентина немного большего, чем желал сам этот ребенок диктатора. Старший сын Николая был членом ЦК РКП. Это отразилось на его судьбе. Около года Валентин провел в тюрьме, но потом его отпустили. В свое время Валентин Чаушеску руководил довольно известным румынским футбольным клубом «Стеаua». В 1990 году он оставил этот пост и продолжил заниматься физикой. Елены Зои Чаушеску уже нет в живых. Она была математиком. Отмечу, что все дети Николая занимаются или занимались наукой, что любопытно. Можно по-разному относиться к их отцу, но нельзя отрицать того, что он воспитал умных сыновей и дочь. Зоя вышла замуж за Мирчу Апряна, инженера и профессора университета. Ходили слухи, что Мирчу очень хотел стать членом клана Чаушеску, но это именно слухи, потому что супруги не развелись даже когда власть Николая пошатнулась. Дочь Чаушеску тоже побывала в тюрьме. Она провела там 8 месяцев. После того, как отец был расстрелян, Зое пришлось тяжко. Ее лишили всех наград, не брали на работу. Журналисты распускали слухи о том, что дочь Чаушеску увлекается горячительным и собирает бутылки, чтобы хоть как-то прожить. Правда это или нет, сложно сказать. Скорее всего, доля истины в таких слухах была, но наверняка журналисты преувеличивали. В 2006 году Зои Чаушеску не стало. У нее была онкология. Нику Чаушеску, младший сын Николая. У него, пожалуй, самая трагичная судьба из всех 3 детей расстрелянного румынского лидера. Младший сын Чаушеску любил вольный образ жизни. Он увлекался спиртным, обожал вечеринки и азартные игры. Рассказывают, что он даже летал в Лас-Вегас, чтобы сделать ставки в казино. Несмотря на все это, бытует мнение, что Николая именно Нику хотел сделать своим преемником. Не вышло. Нику Чаушеску больше своего брата и сестры провел времени в тюрьме. Это не удивляет, потому что младший сын Николай, в отличие от других, был в политике и даже вроде бы отдавал приказы стрелять по демонстрантам. На суде Нику говорил: «Я не помню, что делал». Этот человек ссылался на то, что был в неадекватном состоянии. Судьи не поверили, Нику был приговорен к 20 годам лишения свободы. Потом срок ему немного уменьшили. Еще чуть позже стало известно, что у Нику Чаушеску цирроз печени. Его выпустили из тюрьмы, а друзья собрали денег на операцию, но Нику не перенес хирургического вмешательства. В 1996 году его не стало. Таким образом, самый младший сын Чаушеску ушел из этого мира раньше всех. Через 10 лет вслед за ним отправилась его сестра, а старший Валентин жив и здоров до сих пор. Трудно быть ребенком лидера государства. Это нелегко, даже если народ любит твоего отца. А если выступают против него, это невероятно тяжело. Думаю, что Николай Лукашенко уже кое-что почувствовал, понял. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал Загадки Истории и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.